Недавно один покупатель написал нам с таким вопросом: какую вспышку мне купить, хочу, чтобы гирлянда на елке горела, а то сейчас она какая-то тусклая. Через пару минут разговоров выяснилось, что у человека получается вот так, а он хочет, чтобы у него получалось что-то вот такое вот. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как этого добиться. Раз, два, три, елочка, гори. Гирлянда в кадре будет яркой практически в любой ситуации. Это же пускай слабый, но голый источник света. Выключить его можно только очень короткой выдержкой или закрытой диафрагмой. При портретной съемке в нормальной ситуации он всегда будет где-то на правом краю гистограммы. Поэтому в качестве света можно использовать просто что угодно. Свет из окна, вспышка, постоянный свет, все подойдет. Главное, сделайте так, чтобы этот свет был мягким. Если окно, то лучше будет, если будет облачно, окно будет побольше, а встать к нему поближе. Если это вспышка или постоянный свет, то используйте софтбокс обязательно, или же отражайте от белой стены. Чтобы гирлянда в кадре по-настоящему засияла, огоньки должны быть далеко за или перед зоной резкости, в боке. Для этого вам нужна не вспышка и даже не хоровод вокруг елки, а всего лишь светосильный портретный объектив, например, 85 мм или 56 на кропе. Такое же размытие гирлянды можно добиться и любым, даже нормальным объективом, но тогда придется ставить модель ближе к камере и дальше от гирлянды. А это вряд ли будет модели к лицу, плюс кадр будет шире и заполнить весь фон гирлянды будет сложнее. На совсем уж телефокусных другая проблема. В кадре будет мало огоньков гирлянды, угол обзора получится очень узким, так что максимум 135 мм, оптимально же 85-100 мм. И чтобы диафрагма 1.8, а лучше 1.4 или 1.2. Такой вам и модель красиво снимет, и из лампочек гирлянды сделает большие красивые шары. И, что тоже важно, позволит заполнить ими весь кадр. 85-ка — это классический портретник, который есть на каждой системе и притом не один. Все производители стараются выпустить 85-ку по какой-то умеренной цене. В данном случае мы использовали свеженькую 85-ку под L-mount от Panasonic. Обзор на этот объектив мы опубликуем в ближайшее время, подписывайтесь, чтобы не пропустить, а пока давайте снимать. Гирлянду лучше вешать так, чтобы огоньки были на разном расстоянии от модели. Тогда какие-то огни будут больше, какие-то меньше, а кадр будет интереснее. У нас была одна небольшая метровая гирлянда и вторая побольше, где-то на 3 метра. Их реально не хватало. Для такой съемки лучше брать длинные гирлянды на несколько метров, 6-10, и чтобы было штук 200-300 диодов. Притом лучше, если диоды будут не вдоль гирлянды, как у нас, а свисать с нее такой типа занавес из огоньков. Пример подходящей гирлянды со ссылкой на AliExpress под видео. Модель нужно ставить на некотором расстоянии от гирлянды, чтобы свет огоньков хорошо размыло. Если гирлянда длинная, можно, чтобы начиналась она сразу за моделью, а потом уже уходила назад. Тут уже все зависит от конкретной гирлянды, локации и так далее. Пробуйте и экспериментируйте. Возьмите гирлянду в руки, чтобы перед зоной фокуса были колечки в боке. Меняйте образ, обматывайте модель гирлянды, возьмите в руки кружку, обмотайте кружку гирляндой, ну и так далее. Такой кадр на самом деле очень сложно сделать плохим. Пожалуй, единственное, чем вы можете все испортить, это если возьмете гирлянду в руки и будете держать ее слишком близко к лицу. Если свет от гирлянды перебьет ваш основной свет на лице, то вместо зимней сказки у вас получится какой-то рождественский хоррор. Решение простое. Гирлянду нужно держать чуть дальше от лица, чтобы основной свет был все же сильнее. Если основной свет очень слабый, то попросите модель наклонить лицо, чтобы гирлянда светила ей не снизу, создавая эту страшную хоррор-тень, а более-менее ровно. На этом все. Пишите, если такая, прям скажем, простая тема была для вас интересна. Удачных снимков и всем пока!